При равномерном перемещении груза массой 15 кг по наклонной плоскости динамометр, привязанный к грузу, показывал силу, равную 40 ньютонов. Вычислите КПД наклонной плоскости, если ее длина 1,8 метров, высота 30 сантиметров. Масса груза равна 15 кг. Сила, которая показывает динамометр, привязанный к грузу, равна 40 ньютонов. Длина наклонной плоскости равна 1,8 метров и высота 30 сантиметров. Нужно определить КПД наклонной плоскости. Так, у нас есть наклонная плоскость, получается груз и сила F, которую показывает динамометр. Это F, масса груза, это L, длина наклонной плоскости и высота. Нужно определить КПД этой наклонной плоскости. Для того, чтобы переместить груз по наклонной плоскости длиной, вот это 1,8 метров, он поднимается на высоту H. Так у него меняется что? Меняется потенциальная энергия. Здесь она была, скажем, от какого-то значения, она увеличилась на значение, которое она приобрело, поднявшись на высоту H. Так можно записать, потому что работа полезная, которая здесь была выполнена, будет равна увеличению потенциальной энергии этого тем же H. А сила, которая поднимала этот груз на протяжении всей этой длины, динамометр показывал значение 40 ньютонов. Затраченная работа была равна чему? Силе, действующей в течение вот этого пути всего. F умножить на L. Так тогда коэффициент полезного действия чему равен? Полезной работе к затраченной работе. А полезное делить на затраченное. Посчитаем, поскольку у нас все размеры здесь есть, так это равно, а полезное. Это МЖH. М это 15 кг. Ж будем использовать, как обычно, 10 метров в секунду в квадрате. Иногда использовать 9,8, иногда 10. Это на результат существенно не повлияет. Метров на секунду в квадрате умножить на высоту. Это 30 сантиметров умножить на 0,3 метра. А затраченная работа это будет 40 ньютонов умножить на длину. Итак, 40 ньютонов умножить на 1,8 метра. Здесь метры и метры сокращаются. Килограмм на метр на секунду в квадрате – это ньютоны. Можно тоже сократить. Мы получаем числа. Так это у нас будет равно, перемножим их 15. Не будем уже больше записывать их значения, потому что мы их все сократили. Просто получилась чистая дробь. На 10 на 0,3 разделить на 40 умножить на 1,8. Мы получаем такое значение приблизительно равно 0,625 тысячных. Итак, это может быть равно 0,625 или в процентах это равно 62,5%. Запишем это равно коэффициент полезного действия 0,625, либо это равно 62,5%.